что, нравится? Сделал своими руками. Если хочешь посмотреть как, заходи в описании, там ссылочка на видос с таймлапс, как строился дом. А это видос будет про то, сколько стоила эта коробка. Не знаешь, что такое коробка? Коробка — это дом без заделки. Стены, крыша, окна. Ясно? Это канал «Домашняя стройка». Погнали! Первым делом, когда начинаешь стройку, нужно получить разрешение на строительство в архитектуре вашего города. Это первые бабки. Нам обошлось это $100. Так как участок нам выдали бесплатно, нам надо было еще разбить геодезами границу участка. Это стоило $82. Вот и начинается наша стройка. Первое дело — это планировка участка и выкопать котлован. Котлован и планировка нам обошлись $172. Для возведения фундамента нам нужно было заказать несколько машин с песком. Песок на то время нам обошелся... Сейчас посмотрю. Нету данных. $60. Гранитный щебень, машина 20 тонн, нам обошлась $388. Гранитный щебень, не доломитовый. Гранитный намного лучше. И цемент на $235. Все, мы мешали бетон вручную, так как не было электричества, не было бетономешалки, генератор стоил дорого, но было корыто и лопаты. Песок, щебень, цемент, вода. Да. Так. Эй, хозяин, мы там долго без инструментов будем работать, да? Сейчас закинем и уйдем. Блядь. Да. В список первых инструментов попали уровень, лопаты, шнурки всякие, ведра, тачки, арматурные ножницы. Так как электричества не было, арматуру приходилось кусать ножницами. Сейчас принесу, покажу. Нужны вещи, да? Так-то лучше. Только хозяин еще про это не забудь. Холодно у нас. Зимой снимаю видос. Первые инструменты нам обошлись в $92. Пошли в подвал. Сейчас я вам покажу, с чего у нас подвал. Как вы видите, фундамент у нас из блоков ИБС. Их мы взяли у одного дядечки. Блоки БУ, соответственно, потому что новые очень дорогие и некачественные. Почему некачественные? Мы приехали на завод, и когда мы сначала заказывали новые блоки, когда приехали на завод, срок исполнения был, мы заказали заранее, срок исполнения был около месяца. Месяц прошел, нам звонят: приезжайте, забирайте блоки. Мы приезжаем, взяли машину КамАЗ, хотели привезти на участок и свалить самосвалом. Приехали на завод, кран поднимает блоки, он ломается пополам, потому что он свежий. Вот так работал завод, на котором мы заказывали. И пришлось сразу же, мы одну партию забрали. Ну и вторая причина, почему мы не брали блоки, это то, что не было дорог сначала, и наш КамАЗ почти увяз в глине. Мы даже не довезли первую партию, поэтому мы отказались от новых блоков и нашли по объявлениям бэушные и взяли у этого дядечки. Так, взяли блоки, и за эту же цену он нам пообещал монтаж этих блоков. Вот. Круто. Так, сейчас пойду посчитаю, сколько блоков ушло, да? Посчитал, около 70 блоков. ФБС 40 толщина, длина 2,40. Так, 2500 сюда вот. Так, поверх блоков ФБС у нас идет армопояс. Вот он. Для его производства нам понадобилась арматура. На нее мы потратили $200.
Соответственно, нам понадобились доски для палки. Мы купили их $50 на тот момент. Плюс нам еще подогнали палку, тоже бесплатно. Ну как бесплатно. Так, и еще мы перехватили дешевого бетона. Бетон недорого, бетон недорого. Бетон по дешевке на. Звони, если что, а? $60 сюда. Для того, чтобы подвал был нормальной высоты, мы еще добавили 2 ряда кирпича. Так, кирпич также у нас получился на халяву. Кирпичи бесплатно, кирпичи бесплатно. Фундамент у нас готов. И стоимость всего подвала $3 939. Идем дальше. У того человека, у которого мы брали блоки ФБС, мы взяли еще плиты перекрытия. Плиты бэушные, также монтаж за эти же деньги. 17 сантиметров, здоровые, хорошие плиты с прослойкой арматуры. Вот с пальц были арматура там. Так, плиты нам обошлись в $2200. Фундамент готов, мы обсыпали его песком, и на этом этапе песок нам обошелся еще $245. Туда. Идем вверх. Стены дома у нас из газобетона. Примерно 70 кубов газобетона нам обошлись $3500 на тот момент, когда строился дом. Плюс клей для блоков, плюс $200 туда. Перекрытие между первым и вторым мансардным этажом у нас деревянные. Балки сечением 20 на 10 сантиметров. И на балки у нас ушло $400. 6 метров длиной, как дорого. Так, идем еще выше. На крышу мы не полезем, там сейчас зима, холодно. Так, для крыши мы еще подкупили инструмента. Это бензопила, $105. Шуруповерт, недорогой, $75. Недорогой. Болгарка. Болгарка вообще дешевая, сгорела же сразу. Не сразу, но поработала немного и потом сгорела. И перфоратор $100. Че ты купил? Бабла жалко, что ли? Фельдман какой-то. Хозяин, это не болгарка. Это говно. Стропила для крыши 6 метров длиной, 5 на 15 сантиметров. Стропила $600 на тот момент. $600. Пленка гидроизоляции для крыши нам обошлась $75. Вон там, видите? Гвозди, шурупы, уголки, все, чтобы крепить крышу к морлату, там очень много пошло. Это $150. На крышу $150 на гвозди. Да? И самое интересное, у нас сплошная обрешетка под гибкую черепицу. И чтобы на этом моменте сэкономить, обычно кладут USB плиту, но чтобы хорошую толщину взять, надо очень много денег. А мы взяли, нашли некондицию, дюймовки, это 2,5 сантиметра, кто не знает, дюймовка 2,5 сантиметра. Мы заказали 6 кубов некондиции и застелили сплошным ковром 2,5 толщина. Так, на некондицию у нас ушло $160. Но, так как у нас не было средств на основное покрытие крыши, гроши закончились, мы сначала застелили все рубероидом, чтобы не гнила крыша. И в итоге рубероид нам стоил $75. Сюда. Когда денежки появились, мы купили мансардное окно. Вон, $300. $300. Мансардное окно устанавливали сами, и мне понравилось. Комплект гибкой черепицы купили. Капельники. Подкладочный ковер, сама черепица, мастика, гвозди.
Так, и на это ушло у нас $1500 туда. Там я вам фотку покажу ящика. Вот. И за этот ящик мы заплатили, то есть электричество подводится только на столб, и нам это обошлось $500. Для завершения коробки мы заказали окна ПВХ. Окна ПВХ нам стоили $2600 сюда. Так, ну и крыльцо. Есть видос маленький, тоже в описании будет, посмотрите. Крыльцо тоже вручную заливали все. Крыльцо нам обошлось $117 тоже. Всего для нашего дома мы потратили вот такую вот сумму. И эта сумма возведения коробки вот этого дома, вот фотография, нет, вот фотография коробки, вот сумма возведения коробки своими руками без мастеров, без строителей, которых мы могли бы нанять. Понабирают, пообъявляем, потом мучаются с нами. Спасибо за просмотр. Обязательно подписывайтесь. Будут новые видосы.